Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такая машина контактной сварки с педалью. Вылет клещей 650 миллиметров. Электроды заточены таким образом, чтобы было удобно варить проволоку, так как заказ был для аппарат для сварки ритуальных каркасов венков. Вот. Заказчик у нас Елена. Поедет этот заказ в Новосибирск. Долго о нем я рассказывать не буду. Подобные аппараты у нас уже заказов много было. И этих видео на нашем канале есть предостаточно. Обзоры также есть на эти аппараты. У нас полные обзоры. Можно перейти посмотреть. Вот на нашем канале. Да, подписывайтесь на наш канал, на YouTube канал, резервные каналы Яндекс.Дзен и Рутюб, телеграм-канал, так как YouTube могут заблокировать нас в России в ближайшее время. Поэтому, чтобы не потеряться, подписывайтесь еще и на резервные каналы вот, на российских платформах. Все ссылочки будут в описании под видео. Переходите, подписывайтесь. Также группа ВКонтакте наша постоянная, куда мы все это дело в ленту новостей скидываем. И там есть фото, видео, полное всех наших работ и заказов. Так, что у нас по этому аппарату? Вес в полной сборке это у нас примерно 30 килограмм. Вылет клещей 650 миллиметров. Заточка, как уже говорил, плоская, медных электродов. Мощность аппарата 4200 ампер. Питается он 220 вольт. Питание это 15 киловатт. Вот. И 65 ампер потребление. Так. По подключению идет у нас в комплекте такая розеточка. То есть вилочка, да, можно подключить в обычную розетку. Вот. Но по подключению лучше его подключать к стене, подключить коробку с автоматами. В комплекте она уже есть. Вот такая вот коробочка с автоматами. Вот. Подключаете ее, подключаете аппарат в нее. Вот, подводить к аппарату желательно 6, не менее 6 квадратов. Вот. Можно подключать, вот как я пробую сейчас, например, от 2,5 квадрат. Обычной розетки в квартире ничего автоматы не выбивает. Вот, но желательно, чтобы проводка не грелась, так как в квартирах где-то 2,5 квадрата в розетках. Вот, а ему нужно аппарату для нормальной работы не менее 6 квадратных миллиметров. Вот, также аппарат заземлен. Пользуйтесь заземляющими контактными розетками. И также, если у вас нет заземления, проведите и подключайте. Так, ну, в принципе, что тут у нас еще? Есть защита от перегрева как на трансформаторе, так и на контроллере. Имеется у нас контроллер для регулировки мощности по току от 20 ампер, от 20% до 100. И по времени. Время у нас тоже убавляется от одного периода до 100 периодов. Вот, один период это 20 миллисекунд. Вот все у нас здесь присутствует. Также есть функция, это ручная выдержка. То есть можно работать как на контроллере, это автомат, и ручная выдержка. То есть это когда вы нажимаете на кнопку, и аппарат работает столько, сколько вам нужно секунд. 5, 6, 7 секунд подержать, да, разогреть что-то, приварить. Так, аппарат у нас универсальный. Он снимается со станины, открутив 2 винта с одной стороны и с другой стороны. И можно использовать его как ручные клещи, да, и для перевозки очень удобно. Вот, имеется такая вот у нас рукоятка с кнопочкой под большой палец. Вот, рукоятка для переноски или удобства держать, когда варить, если сварка с рук. Станина точно так же разбирается, полозья снимаются, и все это дело умещается в легковой багажник легкового автомобиля. Вот, для перевозки транспортной компании тоже это занимает меньше места. Весь этот у нас аппарат снимается, помещается внутрь этой станины. Вот, и уже объем меньше,
и тем самым у нас стоимость доставки уже меньше. Вот. Так, что еще? Ну, в принципе, все. Педаль у нас работает, в принципе, смыкание клещей. Вот. И дожимая педаль до пола, происходит такой щелчок, это концевичок срабатывает и происходит сварка. Вот. Регулировка. Также у нас педали присутствуют вот таким вот талрепом. Если нужно будет прижим, степень прижатия деталей, да, электродами отрегулировать, тоже все это дело можно отрегулировать. Степень сжатия. Так, в принципе, все. Сейчас, наверное, поставим на штатив камеру и будем пробовать приваривать. Приваривать будем мы вот такие вот, такой материал. Это у нас проволока пятерка оцинкованная. Вот, заказчик мне тут привозил, пробовал сам. И с тех пор я пока на ней еще и пробую, пока она не кончилась. Приваривалась она, то есть не отрывается, не ломается, приходится ее кусать большими болторезами. Вот. В предпоследнем видео мне там писали тоже под видео комментарий, писал мне один человек, да, то, что там у вас склеечка, монтаж туда-сюда, вы, видимо, у вас она отломалась, проволока, вы там что-то потом по новой сварили, склеили все это дело, да, видео смонтировали. Нет, это просто я, когда ломал, камера стояла на штативе, и я ее нечаянно рукой задел, потому что показывал очень близко к камере. Задел рукой, камера у меня упала, вот, пришлось мне это дело вырезать просто и поставил камеру заново, и это дело, конечно, я все это вырезал. Вот. Но человеку не понравился, он говорит, то, что у вас там склеечка, вы, скорее всего, все это дело оторвалось, вы, скорее всего, все это дело опять заново приварили, склеили туда-сюда. Вот. Нет, все это дело не отрывается. Вот этот был кусок приварен, я его ломал, он не отломался. То есть я ее сначала ломал в таком положении, потом, когда взял, камеру переставил, да, поставил и там ломал уже в другом положении. Просто положение поменял проволоки. Вот и все. Вот, но тем не менее, это все мелочи жизни. Вот на других видео все это видно, что склейок никаких там нету. Вот, бывают такие интересные случаи. Вот сшиб камеру, пришлось мне вырезать, да, кусочек. Поэтому склейка в этом месте произошла. Вот. Так, ну все. А по поводу комплектации у нас автоматы идут в комплекте. Коробка с автоматами. Клемма заземления внутри тоже имеется. Очки для защиты глаз, перчатки с двойной обливкой для защиты рук. И наждачка для зачистки электродов медных от сажи. Визиточка. Так, небольшая такая кнопочка, да, в виде педали можно использовать. Некоторые просят, но я сейчас всем ложу в комплект, чтобы уже не возникало вопросов там, да. Вот, там, и нам, может быть, когда-то она и вам пригодится. Вот, бывают такие случаи, да. Вот так и небольшой такой подарочек. Будете распаковывать, собирать аппарат. Вот, и пробовать угощаться конфетками. Так, ну все, сейчас мы ставим на штатив и будем приваривать проволоку. Так, поставили камеру на штатив, включаем наш аппарат на задней панели. Включился у нас кулер, заработал, можно слышать. Также у нас заработал контроллер, включился, да, и термометр тоже у нас включился. Показывает температуру и вольтаж. Температура 24 градуса, вольтаж у нас показывает 12 вольт, но это не обращайте внимания. Это чинайцы так делают, зачем непонятно. Это показывает вольтаж блока питания, который питает этот данный термометр и кулера. Так, ладно, по мощность, наверное, оставим в районе
100%, да, 99. Мощность и время мы убавим сколько? Ну, поставим меньше секунды. Секунда это у нас 50 периодов. Вот. И поставим, давайте попробуем на 35. Пробовал я на 40, но слишком он сильно вваривает в друг друга металл, эти проволоки. Вот. В таком у нас пока мы оставим в положении наш контроллер и будем приваривать. Так, берем проволоку и привариваем. То есть нажимаем на педаль, ставим наши заготовки. Вот, проволочные, зажимаем педалью, то есть заготовка держится. Вот я ее поставил. Дожимаем педаль до пола и происходит сварка. Да, не забываем перевести на автомат, так как мы будем варить по выставленным показаниям на контроллере. Вот, на ручной выдержке работает на 100% мощность, и время уже сами регулируете нажатием, да, сколько вам нужно секунд, вот сколько продержать нужно. Это ручная выдержка называется. Так, ну все, дожимаем педаль, и сварка проходит ровно по заданному времени и сама отключается. То есть педаль не нужно держать самому, выставлять, то есть самому время выдерживать педалью. Так, все, у нас сварка прошла. Ровно 35 периодов, это меньше секунды. Вот таким вот образом получилось. Смотрим то, что она варилась уже не наполовину, а ну где-то процентов, так скажем, на сколько? Не в половину, а где-то одна треть. Вот, варилась. Проволока в проволоку. Вот таким вот образом получилось. Так, и пробуем ее отломить. Проволоку я ломаю на скрут. И на скрут она ломается быстрее, нежели если мы ее ломали по-другому. Разматываем, и мы ее размотали. Вот, естественно, на скрут она ломается быстрее. Вот, и время можно прибавить не на 35% периодов, а на 40. Вот, на 40% давайте попробуем, и потом уже попробуем оторвать. И еще раз. Так, смотрим, как она приварилась. Так, пробуем ее оторвать. Ломаем. Пробуем еще раз. Ох, сломалась не в том месте, где нам нужно. Сломался вот в этом месте проволока. Здесь было место сварки прошлого. Да, сломался не там, где нужно. Да, видим. Так, ладно. Давайте попробуем приварить еще разочек. Так, вот таким вот образом она вварилась. Немного остудим, потому что на горячую сломается она быстрее, нежели на холодную.
Ну и пробуем на отрыв. На отрыв она у нас уже не идет, как мы видим. Вот я ее гну. Не идет на отрыв, она уже, вернее, на скрут, а не на отрыв. Вот мы ее скручиваем, можно сказать, без склеек всяких и монтажей. На скрут она уже не ломается. Вот таким вот образом гнем ее много раз, но не ломается она. Вот таким вот образом. Вот, все. Далее, наверное, уже ломать нет смысла. Так, ну все. Немного здесь у нас фокус пропал. Так. Тем самым мы смотрим уже, да, по мощности и по времени 40 периодов на 100%. Это был самый такой толстый металл, можно так сказать. Вот, и если у вас там будет какой-то проволока потоньше, уже можно будет либо мощность убавлять, либо время в периодах, уже будете сами регулировать, да, и посмотрите, при какой мощности, при каком времени та или иная проволока варится. Уже действительно нужно сначала посмотреть, потренироваться и понять, какая проволока при каком времени и мощности варится, записать эти показания, ну, то есть уже удовлетворяющие такие у вас уже сварка будет, да, если вас она устраивает, вот, удовлетворяет. Все, записывайте показания такие для такой толщины проволок и уже оставляйте, будете варить такими показаниями. Вот. В любом случае надо сначала попробовать, потренироваться, если вы таким аппаратом еще не варили, контактной сваркой. Вот, в принципе, все. Что тут еще могу сказать? С контроллером варить удобно. Если ручной выдержкой пользуетесь, то там уже будете пользоваться, сами выставлять, ну, то есть держать сколько секунд вам нужно. Если секунда там или полсекунды, там уже сами регулируете, потому что без контроллера. Так он называется, ручное управление. Ну, ручная выдержка, вернее. Вот. Так. Ну, в принципе, все рассказал, показал. Аппарат рабочий, аппарат варит. Так, сейчас мы посмотрим по температуре. Температура у нас показывает 26 градусов. Это нормально. Это нормально. Электроды даже практически не нагрелись. Вот, и здесь ветерочек еще обдувает. Очень хорошо, приятно. И остывают наши кабеля и электроды одновременно. Это у нас кулеры, проходит вот воздух через вентиляционные решетки и немного еще их обдувает. Вот, естественно, при длительной работе у вас уже будет нагреваться они сильнее. Вот, и смотрите за перегревом тоже электродов. Электроды сильно тоже не перегревайте. Если вы видите, что от них уже прям жаром пышет, немного охладите. Этот нижний электрод можно охладить, под ведро подставить и стаканом водой полить холодный. А верхний электрод можно в бутылочку с водой и таким вот образом макать электрод верхний, ну, чтобы он остыл. И это если у вас вдруг работы очень много, работу, как говорится, останавливать не хочется, а работать надо. Вот таким образом можно их немного остудить. Да, смотрите за перегревом, не превышайте 70 градусов. Как только видите, что подходит 50-60 градусов на показаниях термометра, лучше остановиться, дать остыть. Вообще у него режим работы у сварочного аппарата 10 минут. В него уходит 3 минуты работы, 7 минут отдых. 3 минуты работы, 7 минут отдых. Если видите, что аппарат в таком режиме не перегревается, вот, может быть, вы варите какие-то проволоки там троечки, не толстые, можете работать 5 минут. 5 минут работать, 5 минут отдых. Вот. Будете смотреть за показаниями вот, на термометре. Так, ну, в принципе, все.
Так, все вроде бы я рассказал об этом аппарате, сильно углубляться не буду. Вот, подписывайтесь на наш канал на YouTube, на наши резервные каналы. Те, кто хочет заказать себе такой аппарат, звоните, пишите в WhatsApp, Viber. Номер телефона также я прикреплю здесь внизу видео. Вот, и все наши контакты также будут в описании под видео. Так, также мы делаем на заказ это дымонагнетатели для дымогенератора холодного горячего копчения. Вот, недорогие, доставка по всей России. Вот, стоимость дымонагнетателя 1400 рублей. Вот, доставка в среднем где-то рублей 500. Вот, отправляем с деком. Вот, так что заходите, подписывайтесь на наш канал. Вот, резервные каналы ставим, лайки не забываем. Кому не понравился данный аппарат, ставим дизлайки. Оставляйте какие-то комментарии, пишите под видео, что вы думаете об этом аппарате, хотели бы себе такой и так далее. Все можете писать, все свои мысли внизу под видео, комментарии свои оставляйте. Да, все, на этом буду я завершать. Всем пока, до новых встреч.